Чикаго, в старинной церкви на окраине города, собралась небольшая паства. Лучи солнца пробивались сквозь витражи, разнося разноцветные блики по деревянным скамьям. Отец Джеффри казался образцом добродетели и благочестия, его белая ряса сияла в полумраке храма. Но за его улыбкой скрывалась тьма. В тени зала стояла девочка Софи. Босая, в поношенной одежде, с грязными спутанными волосами и горящими глазами. Она выглядела слишком маленькой для такого места. Она давно перестала надеяться на помощь, но в этот день что-то внутри нее заставило подняться и взглянуть прямо на священника. В воздухе повисло напряжение. Софи ясно чувствовала, что-то нечисто в этом месте. Ее внутренний голос подсказывал, что отец Джеффри скрывает ужасную тайну. Она не могла молчать. Показывая пальцем, она как будто видела не только человека, но и его суть темную, тяжелую, давящую на всех вокруг. Легкий шепот прошел по церкви, прихожане напряглись, но никто не осмелился прервать порядок. Сначала отец Джеффри пытался отмахнуться, изображая доброго пастыря, но лицо его побледнело, а в глазах мелькнул страх. Его тело дрожало, когда он пытался объяснить, что все не так просто. Но Софи уже знала, тайна скрыта в подземельях церкви. Никто не знал, что за каменными стенами прятались дети, забытые и оставленные на погибель. Отец Джеффри обещал защитить их, но страх и гордость заставили его замолчать. Теперь правда вырвалась наружу. Толпа взорвалась возмущением, а сам священник пал на колени, сжимая в руках свою рясу. Его лицо было искажено отчаянием и болью. Вокруг царила тишина, правда, наконец, была услышана. После этого случая церковь изменилась. Подвал превратился в мемориал, а Софи, словно призрак справедливости, исчезла так же внезапно, как и появилась. В Чикаго о ней стали шептаться как охранительница света, появляющейся в самые темные часы. Город помнил ее, и каждый раз, когда казалось, что тьма снова сгущается, в воздухе ощущалась ее невидимая, но крепкая рука правды. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.